Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами украшаем заготовку. Сегодня мы сделаем лепнину, покрасим, и в итоге у нас получится вот такая елочная игрушка. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим к работе. Для сегодняшней работы я буду использовать вот такие заготовочки. Иногда бывает, что заготовка чуть-чуть вот так помялась. Конечно же, ее не выбрасывать. Все это можно скрыть. В комплект с заготовками идет золотая или серебряная фурнитура, вешалка. Буду использовать глину, молды, остатки полубусин, бусин и грунт. И позже краски, но об этом я расскажу чуть позже при использовании. Так как я буду использовать грунт и глину, чтобы сушить, вот удобно одеть ее на шпажку. И в таком положении затем будем сушить все, что мы здесь наклеим. У заготовок есть шов склеивания. И я ручкой отмечу один шов, второй шов. И затем это расстояние разделю еще на две части. Получается, заготовка разделилась на 4 ровных части. Также я поступлю сверху. Все у меня разделено ровно. Для того, чтобы у меня было все ровно приклеено, я еще отмечу середину. Можно, конечно, все это на глаз сделать, но если вы делаете в первый раз, то вам будет удобнее. Вот здесь у нас получается крестик. Это вот у нас будет проходить здесь цепочка, поэтому я все отмечаю, чтобы у меня все было ровно. И так как я заготовку буду покрывать белым акриловым грунтом, я на этот же грунт посажу все полубусины. И начинаю вот с одной из середин. Я буду проходить середину, один крестик пропускаю сюда и на другую половинку. И просто беру вот так, сначала примерно отмечаю себе, как у меня пойдет полубусина, и вот сюда. Можно отметить все сразу, чтобы затем не запутаться. Можно это провести карандашом, кому как удобно. И вот от этой середины вот мы проходим вот так и вот сюда. Ой, запуталась, извините. Вот так вот. Вот сюда. Вот у нас будет все ровно разделено. И отсюда вот сюда мы попадаем. И вот сюда. Вот что получается. Теперь можно эти линии пожирнее нанести и наклеить сразу полубусины. На грунт очень хорошо все держится, так как у нас игрушка будет такая рифленая. И начинаем подклеивать вот эти полубусины. Их можно двигать, пока они не приклеились. Если что-то не хватает, потом можно добавить. Все остатки вот можно использовать. Часто у рукодельниц остаются вот эти полубусины, остаточки от каких-то изделий. И так продолжаем работу. Я наношу и приклеиваю. Неудобно на камеру все вам показывать, но ничего, обычно я беру палочку, куда-нибудь это все дело приспособлю и подклеиваю двумя руками. И продолжаем работу. И также на грунт вот посажу вот здесь бусины. Наношу грунт и просто их подклеиваю. Очень хорошо все подклеивается. Чуть-чуть, возможно, придется придержать. И все это закрепляется. И оформляем все нужные нам детали. Все у меня украшено и отправляю сушиться, а пока займусь лепниной. Для лепки я использую глину Креал. Мои подписчики уже много видели ее в моих роликах. И просто беру немного глины и заполняю молд. Глина у меня скоро будет в наличии. Вы меня часто спрашиваете, где я ее беру. Не достать ее. Вот я
Забила молд немножко водичкой и зачищаю. Можно использовать шпатель, можно кредитную карточку старую. И вот у меня все получается чисто и красиво. Теперь переворачиваю молд, вытаскиваю я по одной заготовочке аккуратно. Вот одна получается. Немножко придавливаю и вторая. И так подготавливаю необходимое количество лепнины. Лепнина у меня готова, и буду я ее сажать на этот же грунт, с которым я работала. Наношу грунт и подклеиваю лепнину. Здесь уже можете выбирать расположение сами. Вот у меня игрушка вот так будет висеть. Как я уже говорила, очень хорошо все клеится. Лишнее можно убрать, хотя нам это совсем не мешает. И теперь следующее. И так подклеиваю всю лепнину. Вы, наверное, заметили, что мои видео стали подлиннее, но мне хочется все показать, рассказать и как можно подробнее. Здесь можно вот таким образом, а можно менять. Вот мне нравится, когда один наверху, другой внизу. И продолжаю работу. Все у меня подклеено, и теперь тонким слоем можно покрасить все грунтом. Все, что у нас тут вот есть между, можно убрать. И все подкрашиваю. И продолжаю работу. Моя заготовка покрашена, а отправляю сушиться. Моя заготовка немного подсохла, и я взяла моделирующую пасту или структурную пасту, как ее называют. И совсем немного вот так наношу на заготовку. Я хочу создать такую рифленую, такую состаренную поверхность. Наношу не совсем ровно, вот чтобы все это красиво смотрелось. И можно даже вот так палочкой создать вот эти все рифленые такие узоры. И продолжаю работу. Можно этого не делать, но мне хочется именно сделать такой состаренный вид, чтобы все это смотрелось гармонично. И продолжаю работу. Заготовка у меня подсохла. Вот как раз эффект, который я хотела достичь. И сейчас прикреплю вешалку. Вешалку крепим, как всегда. Складываем красивой петелькой, одеваем в колпачок, завязываем узелок. Вот. Это чтобы узелок был внутри, чтобы у нас вешалка хорошо держалась. Засовываем вот таким образом, одеваем колпачок и берем вешалку и вот так вот вовнутрь и вытаскиваем вешалку. И вот что получилось. И вот этот колпачок я хочу задекорировать лепниной. Вот сейчас придумаю, как ее сюда прицепить. Вот, наверное, вот так с одной стороны и с другой. Вешалку немного отодвину и тоже закреплю ее грунтом. Так она будет стабильно держаться, не будет шевелиться, так как у меня лепнина здесь будет, поэтому мне надо все это дело укрепить. И сажу на колпачок и дам ему высохнуть. И здесь, так, сейчас возьму еще немного. Вот, прикреплю. Так, смотрю, как мне... Вот здесь, наверное, вот так. Или вот так. Ну, кому как нравится. Мне вот так. И вот таким образом тоже приклею лепнину.
наношу грунт. Наношу так много, чтобы он хорошо приклеился. И приклею с одной стороны и с другой стороны. И вот так по игрушке уложу. И вторую сторону также намажу. Так, грунт. На грунт очень хорошо все клеится, поэтому я частенько его использую вместо клея. И вторую сторону украсим. И потом все это вместе закрасится. Все укладываю и даю закрепиться. Вот такая верхушка у меня будет. И теперь я буду использовать акриловые краски. Сначала использую вот такую перламутровую, а затем добавлю немного зеленого и где-то в каких-то местах немного все осветлю. И затем покрою золотом некоторые отдельные моменты. Ну вот, думала, что я снимаю, показываю вам, как я крашу, а камера не работала. Но в любом случае, вот я взяла краску и просто крашу свою заготовку вот в такой перламутровый цвет. Возможно, буду красить ее 2 раза, но вот пока вот так вот выглядит. Моя заготовка подсохла, и у меня есть вот такая металлизированная зелененькая краска. Я совсем чуть-чуть беру, и вот у меня сухой спонжик. Я его просто вот так немножко смачиваю и почти сухим вот провожу по своей заготовке. И она как бы не покрывается полностью краской, а вот получается вот такой красивый эффект. И подкрашиваю всю свою заготовку. Вот где больше, где меньше, мы так немножко ее состарим. И вот что получается. Чтобы придать еще больше такого изыска, вот я немножко такой состаренности, немножко вот так по лепнине вокруг провожу. И затем снова беру спонжик и вот так вот все. Здесь у нас будет больше краски именно около лепнины в этом случае. И продолжаю работу. И сейчас я лепнину буду подкрашивать золотом. У меня это краска из баллончика. Я ее напшикала вот сюда. Краску из баллончика можно не только спреем использовать, а покрасить кисточкой. И сейчас вот отдельные места я все покрашу. И вот что у меня получается. Можно вот так кисточкой. И некоторые вот эти выступающие места также можно закрасить, чтобы придать им такую состаренность. Совсем чуть-чуть. Вот что получается. И вот что в итоге у меня получилось. И, конечно, не забываем покрыть лаком. Это можно сделать лаком спрей или жидким лаком. Немного страз, и игрушка совсем по-другому заиграла. На этом все. Сегодня урок я закончила. В следующих уроках мы с вами сделаем еще несколько интересных заготовок. Также украсим. Я все подробно расскажу и покажу. Надеюсь, все было понятно и урок вам понравился. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.